Сегодня мы поговорим о сахаре. Вряд ли люди в курсе, сколько сахара они едят сами и сколько дают его своим родным. Взгляните на это. Это арахисовые маршмеллоу. Помните их с детства? 280 граммов сахара. Вот столько. В один стакан не влезло. Дальше у нас яблочный сок. В нем 264 грамма сахара. Сколько детей на вечеринках, в школах пили яблочный сок и думали, что он лучше, чем газировка, в то время как в нем больше сахара. Вот эти вот 2 стакана. Далее, Кока-Кола, 136 граммов сахара. Аризона, 120 граммов. Можно купить такую бутылку всего за $1. В большинстве этих продуктов есть высокофруктозный кукурузный сироп. Этот сироп куда дешевле сахара, поэтому он в ходу. Он стоит где-то 20 центов за полкило. Среднестатистический человек поглощает почти 30 килограммов высокофруктозного кукурузного сиропа в год. Frosted, нет, это Fruit Loops. Интересно, сколько во Fruit Loops фруктов? Не думаю, что они там есть, но зато есть клетчатка и цельное зерно. А еще тут 96 граммов сахара. Вам также следует отметить, что в некоторых очищенных зерновых продуктах, вроде мучных изделий, может и не быть много сахара, но в них много зерна, а оно не указано в составе как сахар, поэтому когда вы оцениваете еду при покупке в магазине, всегда смотрите на количество сахара в составе. В составе должен быть указан сахар в граммах. Это самое важное. Сахар должен быть как можно ближе к нулю. И еще вам нужно понять, что там обычно пишут количество сахара на порцию или на 100 грамм, а не на всю пачку. Вам нужно умножить количество сахара на количество порций в пачке, чтобы узнать настоящее количество сахара. Поэтому, когда в составе написано 12 граммов сахара, это не на всю пачку, а на порцию. Здесь его 96 граммов. Дальше у нас нутригрейн. Нутригрейн с голубикой. Здесь написано «сделано из настоящих ягод». Но поймите, что здесь очень много сахара. 96 граммов. И совсем немного ягодного пюре с ароматизаторами. И, пожалуй, на этом все. Далее, апельсиновый напиток, 91 грамм сахара. Его тоже можно купить за $1 в магазине, все за $1. И в нем много высокофруктозного кукурузного сиропа. Затем идет шоколадная газировка, 80 граммов сахара. Теперь смотрите, Симилак — это детская молочная смесь. Интересно то, что я попытался найти количество сахара в составе и не смог его найти. Не знаю почему, но в составе указано количество углеводов, но не количество сахара. Но, думаю, углеводы можно счесть за сахар, раз первый ингредиент в списке — это кукурузный сироп, а потом изоляты соевого белка. В составе первым ингредиентом пишут всегда то, чего в продукте больше всего. Это детская молочная смесь. Далее идет Gatorade, 58 граммов сахара. Декстрозы. Там используются декстроза и сахароза. Эти сахара обычно истощают запасы электролитов. Сахар истощает запасы калия, запасы кальция, запасы витаминов группы В. При низком уровне калия в организме растет относительный уровень натрия. Так происходит задержка натрия, и поэтому, когда вы съедаете немного сахара, вы набираете вес. Дело в задержке жидкости. Далее, витаминизированная вода, 31 грамм. Обычная банка Кока-Колы в четверть литра содержит 38 граммов сахара, а здесь 31, не намного меньше. Но опять же, это синтетически витаминизированная вода, витамины тут синтетические. Смотрите, скрытый сахар в йогурте с каким-то вкусом, 26 граммов. Это всего на 10-12 граммов меньше, чем в коле. Это много сахара. Затем идет Активия, 25 граммов сахара. И, наконец, Эншур. Здесь 23 грамма сахара и множество синтетических витаминов. Если есть сахарный тростник сам по себе, то у вас никогда не будет кариеса, потому что в нем очень много нутриентов. В сахарном тростнике есть и витамины, и микроэлементы. Когда из него получают белый сахар, от него отделяют другую часть — патоку.
Белый сахар, коричневый сахар, сырой сахар отличаются друг от друга тем, сколько в нем патоки. Патока очень темная, в ней все равно много сахара, но в ней хотя бы есть нутриенты, и она не приведет к чему-то плохому, вроде кариеса. Выпечка с патокой даст больше сытости, ведь там есть нутриенты, и ее трудно переесть. Куда легче переесть рафинированного сахара, ведь в нем нет нутриентов, которые бы отключили чувство голода. И когда вы едите пищу, богатую сахаром, вы хотите все больше и больше, потому что в ней нет нутриентов. Она истощает разные вещества. Также я хочу поговорить еще об одном аспекте, связанном с сахаром, об инсулине. Инсулин регулирует сахар, быстро убирая сахар из крови. Например, если вы съедите столько сахара за один присест, то получите мощную обратную реакцию от некоторых органов, например, от поджелудочной железы, которая резко повышает уровень инсулина, чтобы снизить уровень сахара. Она откладывает сахар в виде жира, триглицеридов и холестерина. Вот что она делает. Когда сахар в крови растет количество инсулина, чтобы с ним справляться. В организме возникает усталость, и со временем он потеряет над этим контроль. И у вас низкий сахар в крови. Это первый шаг. Это преддиабет, гипогликемия. Гипо значит мало, гликемия значит сахар в крови. Это низкий сахар в крови. Вот его симптомы. Тяга к сладкому. Это преддиабет, когда все время тянет на сладкое. Далее, раздражительность, тревога, депрессия. Дефицит внимания, гиперактивность — все это признаки преддиабета, гипогликемии. Происходит вот что. Со временем вы наносите организму все больше и больше ущерба, и теперь инсулин перестает работать, и в крови остается много сахара. Гипергликемия, так еще называется диабет. Это нехватка инсулина, который бы снижал сахар. Симптомы высокого сахара — усталость, туман в голове, все то, что бывает после праздников. Если у вас есть вялость, туман в голове, усталость, то это диабет. Поэтому диабетики принимают определенные препараты, метформин или даже инсулин, чтобы снизить уровень сахара. Проблема в том, что у диабетиков из-за отсутствия регулировки сахара возникают побочные эффекты. Например, можно ослепнуть, потому что затрагивается зрительный нерв. Это влияет на циркуляцию крови в кончиках пальцев рук и в ступнях. Появится покалывание в ступнях, периферийная невропатия. Потом пропадет циркуляция крови и может развиться гангрена пальцев. У этого много плохих последствий, и не только набор веса. И при наличии даже небольшого количества сахара, из-за того, что сахар и из-за того, что инсулин — это доминирующий гормон, можно сделать много хорошего с диетой, но добавьте лишь немного сахара, особенно если вы стареете, и вы сведете на нет всю пользу. Немного сахара может блокировать много хороших вещей. Можно тренироваться, правильно питаться, спать, но капля сахара может надолго помешать вам сжигать жир, в зависимости от метаболизма. Если вам 18, то вы еще можете есть сладкое без последствий, как я. А когда я рос, я ел много сладкого. Я жил на сладком, и поэтому я потерял здоровье, измотал весь организм. Я продержался до 28 лет. У меня была пациентка, вчера, кстати. Она продержалась до 48. Она всю жизнь ела сладкое, а потом ей это аукнулось. Она узнала, что у нее диабет и другие проблемы. И это ее мотивирует. Я не говорю, что вам нельзя все это. Я лишь хочу, чтобы вы были в курсе того, что с вами произойдет, и были готовы испытать эти негативные последствия. И ели-пили все это с осознанием, а не так, что вы не ведаете, что творите, а потом хватаетесь за голову и говорите: «Боже, что я наделал?» Я хочу, чтобы вы осознавали, что делаете, когда едите это, и понимали, сколько вреда это приносит. Есть пара вещей, которые можно сделать, чтобы избавиться от тяги к сладкому. Первое, можно употреблять больше калия. Я только что написал брошюру, ее можно скачать с моего сайта. Называется «Kale Shake Диета». В ней 12 страниц, она бесплатна. В ней нет никакой рекламы, ее можно скачать с моего сайта или же прийти ко мне в офис и взять одну бесплатно. Все очень-очень просто. Вы и ваши близкие должны делать кейл-шейк по утрам. Это резко повысит уровень калия в организме, а калий — это элемент, который поможет вам уменьшить тягу к сладкому. Почему? Потому что он не дает сахару в крови упасть слишком низко. Очень важно употреблять
употреблять много калия, чтобы вам не так сильно хотелось сладкого. Когда у вас есть тяга к сладкому, вы не сжигаете жир. Поймите, если вы пытаетесь сбросить вес и вас тянет на сладкое, то вы сжигаете не жир, а собственный сахар. И тогда вы едите больше сладкого, и это замкнутый круг. Чтобы вы знали, при настоящем сжигании жира тяги к сладкому нет. Лично мне очень нравится заменитель сахара ксилит. Не давайте его собакам, для них он очень вреден. На вкус он практически как сахар, его можно использовать при выпечке и вообще в готовке. И я очень его рекомендую. Найдите какие-нибудь рецепты для детей и используйте ксилит. Еще я хочу поговорить вот о чем. Бывают курьезы, когда люди говорят мне: «Доктор Берг, я ем полезную и органическую пищу, но оказывается, что эта пища была сделана с добавлением нектара агавы, кокосового сиропа и сиропа из коричневого риса. Это ведь все равно сахар, и результат от него такой же». Если пища органическая, это еще не значит, что ее полезно употреблять. Еще один факт. 33% детей становятся диабетиками. Это безумие. Когда я рос, такого не было. На прилавках резко появилась куча сладких напитков. Сахар — вот главный злодей. И в заключение я хочу поговорить вот о чем. Я хочу показать вам пару интересных рекламок. Возможно, вы их видели, когда были моложе. Первая рекламка называется «Важность сахара». Подавайте его вовремя вашей семье. Исследования показали, что ваша нужда в природном подсластителе так же велика, как и нужда организма в энергии. В нем всего 18 калорий. Вот еще одна. Почему так много людей, следящих за весом, едят сахар? Что побуждает следящих за весом людей пить напитки с сахаром и иногда кушать легкие десерты? Кажется, будто они отступают от диеты, но на самом деле так им легче ей следовать. Это потому, что сахар предотвращает переедание. Он утоляет голод куда быстрее другой еды. С сахаром в рационе вы становитесь счастливее, а ваши порции меньше. Попробуйте. И это смехотворно, потому что они не понимают, что эффект инсулина очень доминирующий, очень мощный, а все эти подсчеты калорий — просто чушь. Вот еще одна. Для лучшего начала в жизни начните пить колу пораньше. Бывает ли слишком рано? Ни в коем случае. Лабораторные исследования? Хотел бы я их увидеть. За последние несколько лет доказали, что у детей, которые начинают пить газировку, когда организм еще формируется, куда большие шансы получить признание и место в обществе во время этого неловкого подросткового возраста. Сделайте одолжение себе, сделайте одолжение ребенку. Прямо сейчас установите для него строгое расписание. Представляете, именно строгое. Когда пить газировку и другие сладкие напитки ради гарантированного счастья в жизни. Гарантированного? И еще одна, вообще шикарная. Дайте своему ребенку 7-Up. Он так хорошо сочетается с молоком. Видите, вот в чем проблема. Похоже, что маркетинг работает. Итак, вот что я хочу, чтобы вы сделали. Поделитесь этим видео с родными и близкими, пройдитесь по шкафам и холодильнику и начните выводить сахар из своего тела. Он оказывает огромный эффект не только на ваше тело, но и на вес, на жизненную силу и на энергию. Надеюсь, это видео раскрыло вам глаза. Поделитесь с ним и до скорых встреч.